За последние десятилетия такие открытия, как обнаружение следов разрушенных планет у белых карликов, стали настоящим прорывом в области экзопланетных исследований. Эти находки открыли новые горизонты для понимания судьбы небесных тел, завершения их эволюционного пути и влияния Stellar Evolution на семейство планет. Недавно астрономам удалось зафиксировать уникальный объект – систему LSPM-G0207+3331, расположенную в созвездии треугольника, всего в 145 световых лет от нас. Она содержит в себе не только белого карлика, но и мусор, осколки разрушенной планеты, которые вращаются вокруг ядра, образуя диск из твердого вещества, богатого металлами. Это не только подтверждает теорию о разрушении планетарных систем после стадии красного гиганта, но и дает важные свидетельства личной истории чужих звездных систем миллиарды лет назад. Теперь более подробно разберем, почему этот объект является таким важным, что именно он рассказывает о сложных взаимодействиях между звездами и планетами, и каким образом такие наблюдения помогают понять наше собственное будущее и будущее звездных систем. Созвездие треугольника – это яркое и легко узнаваемое созвездие, расположенное в северном полушарии. Именно в нем и была обнаружена система LSPM-G0207+3331, которая находится на расстоянии около 145 световых лет, примерно 44,4 парсека от Земли. Такой прогноз основан на данных из каталогов звездной астрономии, таких как LSPM, Lépin и Shara-Proper Motion, и уточнен с помощью данных миссии Гайя, которая обеспечивает очень точные измерения параллакса и расстояний до звезд. Ключевым элементом системы является белый карлик, компактное остаточное тело, которое представляет собой остывшее ядро некогда живой звезды. Его размеры сопоставимы с Землей, однако масса составляет около 0,6 солнечных масс. Для сравнения, это густой объект с плотностью порядка до 1 миллиона гравитационных масс на кубический сантиметр. Такие параметры указывают на сильную степень сжатия и множество особенностей в физике его внутреннего строения. Этот белый карлик – не просто зачеркнуть участок звездной эволюции, но и активный источник для исследования экологических условий, оставшихся после звездных событий. Он является своего рода свидетельством о прошлом, которое помогает понять, как умирают звезды и что происходит с их орбитальной среды после этого. Каждый белый карлик – это своего рода книга о своем прошлом. Наряду с этим, их окружение, в частности наличие диска из металлических обломков, представляет особую ценность. На сегодняшний день было обнаружено уже несколько десятков таких систем, но именно яркость и здешняя ситуация делают систему LSPM G0207+3331 особенно важной. Чтобы понять, как возникла эта система, необходимо вернуть время назад к начальным этапам звездной эволюции. Звезды с массой около 1 солнечного сына проходят классический путь развития. Они рождаются из облаков газа и пыли, сжимаются под силой гравитации, запускают водородное термоядерное горение, а затем, по мере истощения этого топлива, начинают трансформироваться. Первым шагом к образованию белого карлика является стадия красного гиганта, в которой звезда увеличивается в размерах в сотни раз, а внешние слои расширяются, сбрасываясь в космос. В центре остается сжатое ядро, состоящее из продуктов ядерных реакций, и в конечном счете это белый карлик. Когда звезда расширяется в фазе красного гиганта, планеты, находящиеся ближе, оказываются в опасности. Температура их поверхности возрастает. Их атмосферы начинают
испаряться, а орбиты меняются под воздействием приливных сил и потерь массы звездного окружения. Если планета находится на орбите далеко, меньше подвержена разрушениям, однако системные взаимодействия могут привести к тому, что она в итоге загребается гравитационной силой в сторону звезды. Особенно если у системы есть дополнительные массивные объекты, например, газовые гиганты, такие как Юпитер или Сатурн. При сближении к белому карлику такие тела подвергаются эффекту либрации, приливным взаимодействием и гравитационным возмущением, вызывающим их разлом и разрушение. Этот процесс часто сопровождается образованием диска из остатков тела, так называемых пули, из которых со временем срастаются все более мелкие осколки, образующие плотный диск материала. Ключевым результатом исследования системы ЛСП-М J0207 плюс 3331 стала спектроскопик-анализ, который выявил в окружающем белого карлика диске особое химическое питание. В спектрах обнаружены яркие признаки наличия металлов, таких как алюминий, кремний, титан, железо, кобальт, никель, медь и даже стронций. Эти элементы характерны для каменных тел, метеоритов, астероидов и метеорных тел, из которых и состоит современная планетарная материалка в Солнечной системе. Их наличие говорит о том, что данное окружение – это осколки разрушенной планеты или большого астероида, которые, скорее всего, пережили разлом под действием приливных сил и тепловых процессов. Объем этого материала оценивают как эквивалентный карликовой планете диаметром около 450 километров. Это примерно в половину ширины заметных в Солнечной системе карликовых планет, таких как Плутон. Однако специалисты предполагают, что изначально планета, разрушенная в системе ЛСП-М J0207 плюс 3331, могла иметь гораздо большие размеры, порядка нескольких тысяч километров в диаметре, что говорит о масштабности разрушительных процессов. Биение спектров и характеристика элементов свидетельствуют, что исходные тела были достаточно крупными, чтобы содержать тяжелые элементы, и что разрушение было масштабным, а не результатом случайного столкновения с межзвездным облаком пыли. Такой факт подтверждает именно гипотезу. Это остатки сухой планеты, пережившей гибель, и не просто межзвездный мусор. Типичный исход для систем, подобных нашей, это превращение звезд к состоянию белого карлика через миллиарды лет. Открытые здесь следы разрушенной планеты служат своего рода предупреждением и свидетельством того, что подобные сценарии вполне возможны и для нашей системы. Более того, наличие таких дисков – удивительное окно в прошлое, помогает понять, что происходит с планетами, когда их звезда становится корыстной. Какой долгий путь проходит материал для того, чтобы оказаться в форме осколков, и как долго он сохраняет свои признаки. Это открытие расширяет границы наблюдения. Теперь ученые могут наблюдать за тем, как законсервирован материал разрушенной планеты в условиях экстремальных гравитационных и радиационных нагрузок. А это, в свою очередь, поможет ответить и на вопросы о причинах, инициирующих разрушительные процессы. Применяя современные спектроскопические методы, астрономы могут определить состав, массу и распределение осколков, что дает возможность моделировать механизмы их образования и эволюции. Важным вопросом является, каким образом остаются следы разрушенной планеты в системе белого карлика. Наиболее распространенная гипотеза состоит в том, что гравитационное взаимодействие играет ключевую роль. Основные сценарии включают гравитационное возмущение массивных планет газовых гигантов, которые могут вытеснить или сбить орбиту меньшим телам. Динамическое рассеяние, когда столкновение между планетами или их остатками
приводят к их разрушению или сбросу на иную орбиту. Планетарные миграции, вызванные взаимодействиями с дисками газа или пылью, которая раньше окружала звезду. При приближении планеты к белому карлику она оказывается под воздействием сильных приливных сил, которые вызывают растяжение и разлом ее структуры. Эти приливные эффекты могут привести к ее раздавливанию и созданию множества мелких осколков, разбросанных по орбите вокруг звезды. Современные компьютерные симуляции показывают, что такие процессы могут длиться миллионы лет, создавая диск из осколков, которые могут оставаться заметными миллиарды лет, изменяясь со временем под действием различных факторов. Для изучения подобных систем ученые применяют спектроскопию, разложение света на составляющие, что помогает определить химический состав и физические характеристики материалов. Также активно используют фотометрические наблюдения, чтобы понять динамику движений, орбитальные параметры и возможное наличие дополнительных объектов. Важную роль играют космические телескопы, такие как Хаббл, Кеплер, а теперь и Джеймс Уэбб, которые обладают высокой чувствительностью к инфракрасному и ультрафиолетовому излучению, позволяя выявлять даже очень тонкие диски с веществом и обломки. Поскольку процессы разрушения планет обычно растягиваются во времени, а диски из металлов могут оставаться в равновесии миллиарды лет, долгосрочные наблюдения – ключ к пониманию динамики системы. Постоянное измерение спектров позволяет следить за изменениями состава, подтверждать модели и уточнять механизмы разрушения. Открытие системы ЛСПМ. J0 207 плюс 3331 – это важный шаг в понимании процессов превращения звезды в белого карлика и судьбы окружающих ее объектов. Оно подтверждает, что разрушение планет – это не только теоретическая угроза, но и реально происходящее событие, признаки которого мы можем обнаружить миллиарды лет спустя. Это способствует развитию новых теорий о формировании и разложении планетных систем, а также способом поиска следов прошлых цивилизаций, которые могли существовать в других частях галактики. Новейшие прецизионные спектроскопические инструменты, а также космические миссии, предназначенные для поиска экзопланет и их остатков, расширяют наши возможности и дают шанс открыть еще больше подобных систем. В целом, изучение подобных объектов помогает не только понять, как умирают планеты, но и, что не менее важно, осознать, каким образом космос сохраняет память о прошедших гигантских столкновениях и разрушениях, их доводах до миллиардеров лет. Обнаружение системы ЛСП G0 207 плюс 3331, ее диска из тяжелых элементов и разрушенной планеты – это не только вход в новую эпоху астрономических исследований, но и напоминание о хрупкости и быстро меняющейся природе звездных систем. Процессы, происходящие в этой системе, демонстрируют, как звезды превращаются из молодых ярких светил в темные и безмолвные остатки, окруженные арканами осколков исчезнувших миров. Эти открытия помогают понять не только донести до нас истории чужих планетных систем, но и высветить наш собственный путь, ведь судьба Земли и других планет зависит от тех же фундаментальных законов природы и гравитации, действующих в далекой части галактики. Астрономия продолжит развиваться, и с каждым новым открытием мы будем приближаться к разгадке Вселенной, ее прошлого, настоящего и, возможно, будущего.